Welcome to the Global Vision School of Ministry online. Добро пожаловать на онлайн-школу Международная Global International Ministries. My name is Walter Zigorevich, and it is my honor to present to you Michelle Heimsoth. Меня зовут Вольтер Зигоревич, и огромная честь для меня представить сестру Мишель. And Sister Maryna translating. А сестра Марина Боговская переводит. Sister Michelle has traveled and ministered in about 20 nations of the world. На последние очень много лет сестра Мишель путешествовала во многих странах этого мира и была миссионером. And she has been in missionary ministry for about 27 years. И она уже является миссионером по всему миру в течение 27 лет. And she has taught in many of our Bible schools. И она преподавала на многих наших библейских школах. And it is an honor to have her share on this online school. И это огромная честь, что она преподает на этой онлайн-школе. She has a very rich practical experience in missionary work. И у нее есть очень богатый опыт в миссионерской работе в служении. And she has spent much time among the Slavic people. И она провела огромное количество времени, служа славянским народам. She speaks Russian, but I have asked her to do these lessons in English with Russian translation for the benefit of those who speak English as well as those that speak Russian. И сестра Мишель владеет русским языком, она может говорить на русском, но я попросил ее, чтобы она преподавала на английском, чтобы учитывать интересы тех людей, которые будет проще воспринимать и слышать на английском также. И поэтому мы подключили перевод на русский. Open your heart and receive the message that she has for you today. Откройте сегодня ваши сердца и примите то послание, которое вы услышите от сестры Мишель. I should say the message the Lord has for you through Sister Michelle. Я даже хочу уточнить и сказать, примите то послание, которое есть у Господа через сестру Мишель. God richly bless you. Да благословит обильно вас Господь. Praise the Lord. Sister Michelle and Sister Maryna with you today with lesson number 9 in practical Christian life and ministry. Слава Господу, сегодня с вами вновь сестра Мишель, сестра Марина. И уже у нас с вами 9-е занятие на тему практическая христианская жизнь служения. We were, the previous couple of lessons, we were looking at the life of Moses. И на предыдущих нескольких занятиях мы рассматривали жизнь Моисея. And we left him in chapter 4 of Exodus. И мы остановились на исходе 4 главе. And the people had believed when Moses came back to Egypt after 40 years, the people had believed that God had visited them. И люди поверили, когда 40 лет спустя Моисей вернулся в Египет, люди поверили, что Бог его послал. And it says they bowed their heads and worshipped. The last verse of chapter 4, they bowed their heads and worshipped. И последний стих 4 главы книги Исход тут написано, что и преклонились они, и поклонились. And so then Moses and Aaron go in and they do what God told them to do. И затем Моисей и Аарон, они пошли, и они сделали то, что повелел им Господь. They confronted Pharaoh with the word of the Lord. И они противостали фараону словом Господа. We can read that in verse 1. Мы можем прочитать Chapter 5. в 5 главе 1 стихе. После сего Моисей и Аарон пришли к фараону, и сказали: «Так говорит Господь, Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». And what does Pharaoh say? И что сказал фараон? I guess that would be all right. You could go for a few days, come back, and everything will be okay. Мне кажется, что это неплохая идея. Все в порядке, давайте так сделаем. На пару дней можете отлучиться, и потом вернетесь. No, the Pharaoh says in verse 2, Who is the Lord that I should obey his voice to let Israel go? Нет, во 2 стихе 5 главы Исход фараон сказал:
кто такой Господь, чтобы я послушался голоса Его и отпустил Израиля? Я не He знаю. says, I don't know the Lord, neither will I let Israel go. И дальше он сказал, я не знаю Господа, и Израиля не отпущу. He says, who is the Lord? Он сказал, кто такой Господь? It's a good question. Это хороший вопрос. Number one, it's good for us as God's people to know who is this God that we say that we serve. Во-первых, очень важно нам, как верующим людям, знать, кто такой Господь, тот, который мы считаем, мы ему служим. And then number two, it's good for us to be willing to stand in the face of opposition and represent him to people who don't know who he is. И второй момент, очень важно знать, когда происходит противостояние с врагом, и встать, и отстаивать позицию, и действительно твердо знать, кем является Господь. And represent him properly. И правильно представлять его. Because people, there's a lot of people who do not know our God. Потому что так много людей, которые не знают Бога. Or maybe they don't know the God of the Bible. Или, возможно, эти люди не знают Бога Библии. They have an idea of God, but their idea is incorrect. У них есть какое-то представление о Боге, но оно не является истинным, правильным. And we shouldn't be discouraged when people oppose us. И мы не должны огорчаться, расстраиваться, когда люди противостоят нам. Just be willing to stand there and allow God through you to reveal himself to people. Просто оставайтесь на этой позиции и позвольте Богу, предоставьте ему возможность проявить себя в этой ситуации. I remember one time when I was in Moscow, I was in a taxi, and the taxi driver was asking me, "What do you do in Russia? What are you doing in Russia?" Я помню, как несколько лет назад я была в Москве, и я ехала на такси, и таксист задал мне вопрос, что ты делаешь в России и в Москве? And I told him that I was teaching in Bible schools. Я ответила, что я преподаю на библейской школе. And he said, "Well, I'm an atheist. I don't believe in God." И он ответил, я атеист и не верю в Бога. I just looked at him, and the only question that I could think to say is, why? Why are you an atheist? Я посмотрела на него, и единственный вопрос, который у меня крутился в голове, я хотела спросить, почему? Как ты можешь не верить в Бога? Or how? How can you be an atheist? Или как ты можешь быть атеистом? And he went on to defend his position. И он начал отстаивать и защищать свою позицию. But then I said, well, that's amazing to me because I believe God is everywhere. Everywhere I go, I see him. И я сказала, ну ты знаешь, я по-другому думаю, я вижу Бога абсолютно везде. То есть во всем, что меня окружает, и во всем вижу руку Божью. I can see his power. I can see his hand. How could you doubt his existence? Я могу видеть его руку, я могу видеть его силу. Как ты можешь сомневаться в его существовании? And I started to testify, telling him testimonies of God and how I've seen him in my life. И затем я просто начала свидетельствовать, рассказывать ему такие моменты, когда Господь являлся и проявлял себя в моей личной жизни. And he, listening to my stories, my testimonies, he could not deny that, yes, there was something supernatural. Those things couldn't just be coincidence. И он слушал все истории, которые я ему рассказывала, и он тоже признал, что это что-то сверхъестественное, невероятное, и не могло это просто так произойти само собой. And I was able to just explain to him the heart of God. И мне удалось объяснить ему, рассказать ему о сердце Бога. And I was able to pray with him. И я смогла также помолиться вместе с ним. He said something interesting. He said, you know, I'm how old? 40 some years old, and you are the first person I've ever met who told me the gospel or told me the good news. И тогда он сказал после молитвы, что мне, я не помню, 40 с чем-то лет, и ты первый человек в моей жизни, кто поделился со мной Евангелием, благой вестью. He never even knew there was such a thing as evangelical church.
Он никогда даже не слышал, что существуют евангельские церкви. Interesting, huh? When he says, I don't believe in God, he's never even met him or heard of him. Это так интересно. Это человек, который говорил, я не верю в Бога, я атеист, но на самом деле он даже вообще ничего не знал о нем. О его существовании. So we don't have to just automatically condemn people when they oppose us because many of them have never heard. Поэтому нам не нужно автоматически противостоять и конфликтовать с людьми, потому что в действительности, может, они просто никогда не слышали, не сталкивались с Богом. Pharaoh says, who is the Lord that I should obey his voice to let Israel go? И во 2 стихе фараон сказал, кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? He says, I don't know the Lord and I will not let Israel go. Он говорит, я не знаю Господа, и Израиля не отпущу. Well, we'll see. We'll see if he's going to know this Lord and if he's going to let Israel go. Ну, посмотрим, знает ли он Господа и отпустит ли он народ Божий выйти. Because God is preparing to reveal himself to Pharaoh. Потому что Бог, он готовился, чтобы проявить себя фараону. Even we can read later in the scriptures how God says, for this very purpose, I raised Pharaoh up to show my glory in him. И далее в Писании можно посмотреть, что есть такой стих в Библии, где Бог говорит, для сего именно я возрастил фараона, чтобы явить ему свою славу. And so God is going to do this for Pharaoh. Поэтому Бог совершит это для фараона. So let's read on in chapter 5, go on from verse 3 down to 19. Давайте дальше будем читать Исход, 5 глава, с 3 по 19 стих включительно. Они сказали, Бог евреев призвал нас, отпусти нас в пустыню на 3 дня пути принести жертву Господу, Богу нашему, чтобы Он не поразил нас язвою или мечом. И сказал им царь египетский, для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу. И сказал фараон, вот народ в земле сей многочислен, и вы отвлекаете его от работ его. И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря, не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и 3-го дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому, а кирпичей наложите на них тоже урочное число, какое они делали вчера и 3-го дня, и не убавляйте. Они праздны, потому и кричат, пойдем принесем жертву Богу нашему. Дать им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами. И вышли представники народа и надзиратели его, и сказали народу, так говорит фараон, не даю вам соломы. Сами пойдите, берите себе солому, где найдете, и от работы вашей ничего не убавляется. И рассеялся народ по всей земле египетской собирать жнива вместо соломы. Представники же понуждали, говоря, выполняйте работу свою каждый день, так и тогда, когда была у вас солома. А надзиратели из сынов Израилевых, которых поставили над ним представники фараоновы, били, говоря, почему вы вчера и сегодня не изготовляете урочного числа кирпичей, как было до сих пор? И пришли надзиратели сынов Израилевых и возопили к фараону, говоря, для чего ты так поступаешь с рабами твоими? Соломы не дают рабам твоим, а кирпичи, говорят, нам делайте. И вот рабов твоих бьют, грех народу твоему. Но он сказал, праздны вы, праздны, поэтому и говорите, пойдем принесем жертву Господу. Пойдите же работайте, соломы не дадут вам, а положенное число кирпичей давайте. И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах. Не убавляйтесь числа кирпичей, какое положено на каждый день. Huh. So what do we see here, huh? Что мы видим в этом отрывке? The situation that the children of Israel were in Egypt has just gone from bad to worse. Ситуация, в которой находились евреи в Египте, ситуация усугубилась от плохой до еще худшей. And so these Israelites, they meet the elders of Israel, they met Moses and Aaron in verse 20 as they stood in the way.
and who stood in the way as they came forth from Pharaoh. И в 20 стихе написано о встрече. «И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их». And they said to them, go ahead, verse 21. 21. «И сказали им: да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас». И дальше. «И обратился Моисей к Господу и сказал: Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем Твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же ты не избавил народа Твоего». I like these last two verses, 22 and 23, Мне очень нравятся последние два стиха, 22 и 23. because I believe they are crucial. They are key to understanding the process of God as we move forward in ministry. Потому что я действительно верю, что они судьбоносные. Это ключ к пониманию Бога, когда речь идет о служении. Because so many of us as ministers, as servants of God, we don't understand God. Потому что так много из нас мы являемся служителями, но мы не понимаем, не разумеем Бога. We don't understand why are these circumstances so negative or so in opposition to the call of God. Мы не понимаем, почему вокруг происходят такие обстоятельства, такие ситуации, которые противоречат исполнению призыва Божьего в жизни. If God really wanted me to bring Israel out of Egypt, wouldn't he soften Pharaoh's heart so that he would let the people go? Например, могут такие мысли посетить. Если Бог хотел, чтобы через меня вывести народ Божий из Египта, то не мог ли Он смягчить и расположить сердце фараона, чтобы он допустил правду? Yes, he could, couldn't he? Конечно, он мог это сделать, не так ли? He could make things easy for us. Он мог просто упростить вещи для нас. But what I see when I read the scripture is I see usually he does the other. Но когда исследуешь Писание, то чаще мы видим совсем другую картину. He hardens Pharaoh's heart. Он ожесточил сердце фараона. He even told Moses that he was going to do this. Он даже предупредил Моисея об этом, что он совершит. But I don't think that makes it any easier for Moses to move forward. Но я не думаю, что это облегчило Моисею хождение, то есть двигаться. He says in verse 22, God, why have you treated this people so evil? И 22 стих 5 главы Исход. «И обратился Моисей к Господу и сказал: Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня?» Yeah, he says, why did you send me? Он говорит: для чего ты послал меня? Have you ever asked that question of God? Задавали ли вы когда-либо такой вопрос Богу? Why have you sent me here, God? Бог, почему ты меня сюда послал? What am I even doing here? Что я вообще здесь делаю? Where's your power? Где твоя сила? Where are your miracles? Где твои чудеса? This doesn't make any sense. Это не имеет никакого смысла. Moses says, since the time I came to speak to Pharaoh in your name, he has done evil to this people. 23 стих. «Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим. He says, neither have you delivered your people at all. Ты не избавил народа твоего». Not at all. Совсем не избавил народа. Moses had the commandment of God. He knew what to do. У Моисея было повеление Божие, и он знал, что ему нужно было исполнить. He finally decided to obey, and he did it. He went to Pharaoh. В результате он принял решение повиноваться глазу Божьему, и он пошел навстречу с фараоном. But Pharaoh says, who is this God? No way, I will never let them go. Но фараон тогда сказал: кто этот Бог, кто он?
И ни за что не отпущу людей. And then he made their situation worse. И потом он усугубил даже их обстоятельства. He took away the straw so that they had to go find their own grasses to make their bricks. Он отобрал у них солому, и им пришлось просто идти и раздобывать солому для того, чтобы делать кирпичи. And so now they still have to make their same quota. They still have to make the same number of bricks, but without straw. It's twice the work or worse. И поэтому их ситуация усугубилась, потому что им надо было выполнять тот же объем работы, но при том им надо было раздобывать еще материалы для изготовления кирпича. And so now these Israeli leaders or elders, they are angry at Moses. And they're like, what's this? We had enough problems. We didn't need your help. И потом мы видим, что старейшины Израиля, они ожесточились и рассердились на Моисея. Они говорят, нам и без того было трудно, но теперь ты появился, и ситуация еще стала хуже. Зачем ты это сделал? We don't need your help here. Нам не нужна твоя помощь. And so Moses, the only thing he can do is to go to God and complain and say, what? И единственное, что мог делать Моисей, это предстать пред Богом и жаловаться. Он говорит, ну что это такое? Why am I here? What are you doing? I don't understand. Почему я здесь? Я ничего не понимаю, что происходит. If you can understand the place where you are, that this is where God has you. Если бы ты мог уразуметь ситуацию, в какой ты находишься, что это Бог поместил тебя. He's not confused. He's not forgotten about you there. Это не смущает его, и он не оставил, не забыл тебя в этой ситуации. No, he knows where you are. Он знает, где ты находишься. And he is working all things together for good. И все будет содействовать ко благу. It's true. Things have gone from bad to worse. Да, это правда. Ситуация, она усугубилась. То есть от плохой в еще худшую. And when you look at your situation, it's true. He hasn't delivered his people at all. И когда ты смотришь на их обстоятельства, то действительно кажется, на первый взгляд, что он совершенно не избавил народа твоего. Where's his deliverance? Where is it? Где это освобождение? It's nowhere to be seen. Нигде даже и близко не видно. And maybe you even feel deja vu. I've been here. I tried this. God, I don't want to do this. И, возможно, ты видишь это, знаете, как дежавю. Бог, я не хочу этого. Почему это происходит со мной? I already tried this 40 years ago. I tried this with Pharaoh. Pharaoh is not going to let them go. Я уже пытался это осуществить 40 лет назад с фараоном, и ничего не сработало. Но почему опять это происходит? Pharaoh is not going to let them go now. Фараон и сейчас не отпустит их. There's no way. Нет пути. And what does God say to Moses in verse 1 of chapter 6? И в 6 главе книги Исход в 1 стихе, что Бог ответил Моисею? He says to Moses, now you will see what I will do to Pharaoh. For with a strong hand he will let them go, and with a strong hand will he drive them out of his land. И сказал Господь Моисею, теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их. По действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей. Whose hand is God going to use now to deliver Israel from Egypt? Скажите, чью руку Бог будет использовать, употреблять, чтобы выгнать народ Божий из Египта? Is he going to use Moses' hand? Будет ли он употреблять и задействовать руку Моисея? No, Moses gets to join in with the work, but the hand is going to be the strong arm of the Lord. Нет, Моисей, да, он принимал участие, но тут речь идет о действии руки крепкой, Божьей. God is going to bring them out with a mighty hand. Сам Бог крепкой рукой выведет их на свободу. And he goes on and he explains, he tells Moses how it's going to be. И дальше он дал инструкцию, то есть он рассказал, предупредил Моисея, как это все осуществится. And I guess we won't read all of the different plagues that God brought them through. It's a lot of chapters here. It's very interesting.
Очень интересно, мы сейчас не можем прочитать все эти несколько глав с подробным описанием этих ярких событий. But over and over, God would send Moses into Pharaoh. He would harden Pharaoh's heart, and then he would bring a plague upon them. Но вновь и вновь, что происходило? Бог приводил Моисея пред лицо фараона, и потом он ожесточал сердце фараона, и потом уже пошли Bring the plague upon them, yeah. казни на них. And then Pharaoh would say, okay, okay, go, and then he would change his mind. В какой-то момент фараон уже говорил, ну хватит, уходите, и потом он менял свое мнение, и все. And again, the same thing for 10 plagues. 10 казней было. But then finally, Но потом, в конце концов, God says, now he's going to let you go. Бог сказал, сейчас он отпустит тебя. In chapter 11, В 11 главе Исхода, verse 1. 1 стих. «И сказал Господь Моисею, еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян. После того он отпустит вас отсюда. Когда же он будет отпускать? С поспешностью будет гнать вас отсюда». So God's timing is perfect. Божье время, оно идеально. You can trust him in his timing. Ты можешь доверять ему в этом времени. You don't have to be afraid for how long has it been since I'm in this place. Тебе не надо молиться и говорить, ну сколько уже я уже могу находиться в этом месте. How many times we go around this same cycle of Pharaoh harden his heart, changing his mind. И как долго мы прокручиваем вот это все как по спирали. Мы идем к фараону, Бог ожесточает его сердце, потом он что-то говорит, потом он передумывает, и так по кругу опять. What God is doing is he is absolutely destroying the land of Egypt. He's punishing them. Что происходит? Бог, он разрушает Египет, и он наказывает их. And so you don't have to be afraid as God is doing what God is doing. You can walk in confidence with him. Тебе не надо бояться происходящего, потому что это Бог, и Его воля это совершать. Тебе нужно просто ходить с Ним и доверять Ему, быть уверенным в Боге. And with this last plague, God introduces the Passover. И потом уже в последней казни, да, Бог проявил вот эту Пасху. He said, I'm going to pass over you when I see the blood of the lamb on the doorposts of your house. You want to read that verse? No, I'm just telling it. It's a lot of verses. Yeah, okay. И он дальше там в книге Исход там сказал, что я выведу, да, когда увижу вот этот кровь агнца на косяках дверей. I will pass over you. I will not allow any death or destruction in your house. То я пройду мимо, и я не допущу разрушения бедствия твоего дома. And you can just read that in verse 12 of chapter 12. 12 глава, 12 стих. «Я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенства в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». And then you can read in verse 23 as well. Just 23, or through 23. Just 23, И потом 23 стих. «И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения». And so verse 28 then, read on there, 28 and on. Сейчас давайте 28 стих прочитаем. «И пошли сыны Израилевы и сделали, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали». Go on further. Okay, continue. Дальше. «И в полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. И стал фараон ночью сам
И все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль в земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал: «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу, как говорили вы. И мелкий, и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите, и благословите меня». И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той. Ибо говорили они: «Мы все помрем». И понес народ тесто свое, прежде нежели оно скисло. Вошли их, завязанные в одеждах их, были на плечах их. И сделали сыны Израилевы по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян. И отправились сыны Израилевы из Рамсеса в Сакхов до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот. Стадо весьма большое. И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу. Времени же, в которое сыны Израилевы обитали в Египте, было 430 лет. По пришествии 430 лет в этот самый день вышло все ополчение Господне из земли египетской ночью. And Это, verse 42, yeah. и потом 42 включительно. Это ночь бдения Господу за изведение из их земли египетской. Это самая ночь бдения Господу у всех сынов Израилевых в роды их. Amen. Аминь. So nothing that happens in life is accidental or coincidental. Поэтому абсолютно ничего не происходит просто само собой или по случайности. As I read the Bible, I never see that God just does something for no reason. He always has a plan. И когда я читаю Библию, каждую историю, то я никогда не встречала, чтобы Бог просто решил что-то совершить вот просто так, без какой-то причины на это. Всегда есть It's положительное. always working toward his plan of redemption. Всегда все направлено, чтобы осуществить его план искупления. What God is doing here in Egypt at this time here is amazing picture of redemption. И что Бог совершает здесь, конкретно в этой ситуации в Египте, Он действительно воплощает этот великолепный план искупления. It's bringing his people out of darkness from the cursed land into a land of promise. Он выводит свой народ из темноты, из этой проклятой земли в землю обетованную. And they have the chance to personally taste of his salvation. И у них есть эта действительно реальная возможность вкусить этот план спасения. It's available for us as well in the place where we are. И в том месте, где мы находимся, это доступно нам также. God's salvation is available to you and to me today. Божье спасение, оно доступно для тебя и для меня сегодня. Just as God brought Israel out of Egypt all these thousands of years ago, he brings us out. И точно так же, как столько лет назад Бог вывел израильский народ из Египта, точно так Он выводит тебя сегодня. And he allows you to join him in this process of deliverance. И Он предоставляет тебе возможность присоединиться к этому путешествию, к этому процессу выхода и освобождения. It's the same today as it was thousands of years ago. И это актуально и сегодня, неизменно, как и 1000 лет назад. We as people, we're in a hurry. We are trying to make God go faster. Please, quickly, Lord, please, go quickly. И вы знаете, мы как люди, мы пытаемся
как-то ускорить события, то есть подталкивать Бога и говорить: Бог, давай быстрее, ускоряйся, я хочу скорее, сейчас и немедленно. But God is not in a hurry. He never is in a hurry. Но Бог не спешит, Он никогда не в спешке. And you can also say he's never late. И мы также можем сказать, что Он никогда не опаздывает. He's always right on time. Он всегда вовремя. His time. В его время. His time is the perfect time. Потому что Божье время, оно совершенно. And he brings Israel out. И Он выводит израильтян на свободу. And they went out with a high hand, with victory, and with they weren't even prepared for this. And all of a sudden they are just thrown out of Egypt. И они выходят с победой, с этим криком, с гласом хвалы. И уже они были подготовлены к этому, к этому моменту. И в какой-то момент просто мгновенно They didn't even have food prepared for their journey, and they're thrown out of Egypt. Написано, что просто как они были извержены из Египта. У них не было времени даже кушать на дорогу приготовить. It's a night to be remembered. Это очень памятная ночь в их жизни. And then God leads them. He leads them by the way of the wilderness. И Бог ведет их потом, да, путешествия в пустыне. And let's read on briefly here in chapter 13, verse 17. И мы можем посмотреть также Исход, 13 глава, 17 стих. Down through the end, 22 there. И до 22 включительно. Итак, Исход, 13 глава, с 17 по 22 стих включительно. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка. Ибо сказал Бог: чтобы не раскаялся народ, увидел войну и не возвратился в Египет. И обвел Бог народ дорогою пустынною к Черному морю, и вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской. И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою заклял сынов Израилевых, сказав: посетит вас Бог, и вы с собою вынесите кости мои отсюда. И двинулись сыны Израилевы из Сакхопа, и расположились станом в Ефаме в конце пустыни. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа. God is with Israel. Бог, Он с Израилем. It says he went before them by day in a pillar of cloud and by night in a pillar of fire to lead them and to give them light. Да, и тут написано о том, что Он был с ними, шел в столпе облачном днем и в столпе огненном ночью, да, чтобы дать им свет. He was with them day and night. Бог был с ним и днем, и ночью. When the cloud would move, they would move. When the cloud would stop, they would stop. И когда этот столб облачный, он двигался, они начинали двигаться. Когда он останавливался, они останавливались. You know, I don't believe that God has changed. Я не верю, что Бог изменился. He says he's the same yesterday, today, and forever. Написано и говорит, что Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Jesus is the same today. Иисус такой же сегодня. He's with us. He wants us to walk in step with him. Он с нами, Он хочет ходить и осуществлять эти шаги вместе с нами. He wants us to walk in step with him. И Он хочет, чтобы мы совершали эти шаги вместе с Ним. He has the plan. We don't make the plan. He has the plan. И у Бога есть план. Это не мы составляем планы, но у Бога есть план. And we can walk with him in this way. И мы можем идти вместе с Ним этим путем. He is our way. Он есть наш путь. All we have to do is unite our hearts to his heart, and he will make every way for us. Все, что нам надо сделать, это соединить наши сердца с Божьим сердцем и идти этим путем. He is already waiting for us in the future. Он уже ожидает нас в будущем. He is our way. Он и есть наш путь. But we need to understand his way. Но нам нужно понять его путь.
If we could understand his way, then we could be at rest. We could be at peace. И если бы мы могли уразуметь Его путь, тогда в нашем сердце был бы мир и покой. And we wouldn't have to be always in fear, always in confusion. I don't understand, God. What are you doing? Why am I here? Ah! То мы, если бы мы могли уразуметь Его путь и план, то мы не вели бы себя настолько нестабильно эмоционально, мы бы не кричали в недоверии, в панике, не говорили: Бог, ну что происходит? Почему? Почему такие обстоятельства? Почему все так сложилось? Почему Бог? He says that he gave us Israel as an example. И Бог говорит, что Он, Израиль, показал нам как пример. An example of how he works in the lives of his people. Это пример, как Бог производит свою работу в жизнях Его людей. Let's look at chapter 14. И давайте сейчас обратим внимание на 14 главу. What's going to happen now? Давайте посмотрим, что произошло сейчас. What do you think is going to happen? А как вы думаете, что случилось? Что произойдет? Israel is free from Pharaoh. Hallelujah. Слава Богу, Израиль получил свободу от фараона, They освободили. have left Egypt behind, forward to the promised land. И они уже, Египет остался позади них, и они начинают двигаться в обетованную землю. Forward, forward. Hallelujah. Только вперед и вперед. Аллилуйя. And what does God do? Но что Бог совершает? He brings them to the edge of the Red Sea. Он подводит их к этому краю моря Черного. An absolute, how do you say, situation with no way out. Такой ситуации критической, из которой абсолютно нереально найти выход. And who does he call to join them in this situation? И кого он позвал, чтобы кто присоединился к ним в этой ситуации? He calls Pharaoh, their favorite person. И он пригласил в это путешествие присоединиться к ним любимого их персонажа, фараона. Israel thought they were free from Pharaoh, and here comes Pharaoh. Израильтяне были уверены, они думали, что они уже освободились от фараона, но вот идет за ними фараон. God says, we're not free yet. Pharaoh is still alive. I'm not finished yet. Бог говорит, что еще не свободны, потому что фараон пока еще жив, вы еще не свободны. Я еще не совершил работу. He brings Pharaoh out И он вывел фараона, to chase them in the wilderness. чтобы преследовать их в пустыне. It's God's plan. You understand? Понимаете, что это Божий план? It's not Pharaoh's plan. Это не план фараона. Pharaoh fulfills God's plan Это фараон осуществил Божий план for God's people. для Божьих людей. We need to understand this. Нам нужно это понять. The people around you, even the enemies that you have in your life, they're only fulfilling God's will for you. И те люди, которые вокруг вас, даже ваши враги, они не что более, как те люди, которые действительно исполняют волю Божью, осуществляют в вашей жизни. God is working for you, all things for good. И Бог так работает в вашей жизни, чтобы все содействовало к вашему благу. Pharaoh coming out of Egypt to pursue Israel one last time is bringing upon himself his own final destruction. И фараон, он вышел из Египта, чтобы преследовать израильский народ и чтобы их притеснять. Но в этот момент Бог совершил такую работу, что фараон пришел до такого момента полного разрушения своей жизни. Pharaoh does it and is self-destructing. То есть фараон все-таки так поступил, и это было саморазрушительно. So let's read in chapter 14. Start there in verse 1. Давайте начнем читать Исход 14 глава с 1 стиха. Maybe read through verse 14. С 1 по 14 стих включительно. Listen carefully. Слушайте очень внимательно. Исход 14, 1-14. «И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым,
чтобы они обратились и расположились станом пред Пигахирофом, между Мигдолом и между морем, пред Ваал-Цефоном, напротив его поставьте стану моря. И скажет фараон о сынах Израилевых: они заблудились в земле сей, заперла их пустыня. А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его. И познают египтяне, что я Господь. И сделали так. И возвещили... Okay, just a minute. Whose plan is this? Одну минутку остановимся. Чей это план? Is this Pharaoh, evil Pharaoh's plan? Неужели это план коварного фараона? He does it, Да, он так совершает. Он это but сделал. it's not his idea. Но это не его идея. And God, before any of this happens, he leads Israel to a place where there is no way out. Но прежде чем это осуществилось, Бог подвел израильский народ до такого состояния, до такого места и точки в их жизни, с которого в принципе нет выхода. And up to the edge of the sea, И на краю моря, на берегу. and on the sides are the mountains. То есть по сторонам, по бокам были горы. And then he says, I'm going to call Pharaoh to chase you. И в этот момент, когда они были вот помещены в это положение места, то он говорит: а теперь фараон начнет их преследовать. He says, I will harden his heart and he will follow after you. И он говорит, что я ожесточу его сердце, и он будет вас преследовать и гнать. Whose idea? Чья это была идея? Just please hear me, huh? Пожалуйста, услышьте меня сейчас. Because maybe you today have a situation like this and you're really angry at this situation or these people even. Возможно, сейчас ты проходишь такое обстоятельство в своей жизни, ситуации, трудности, когда ты разгневан, ты ожесточен, ты не понимаешь вообще, что происходит, почему тебя эти люди окружают. It's very possible that God has called them out against you. И вполне вероятно, что Бог специально ожесточил их сердца, чтобы они восстали против тебя. Not because he wants them to ultimately destroy you, И это происходит не потому, что Он хочет, чтобы они разрушили тебя, but he wants you to learn. He wants you to even see him there in a mighty, mighty way. но Он хочет, чтобы ты увидел Его могущество в этих обстоятельствах стесненных. And he wants you to learn how to trust him under great pressure. И Он хочет, чтобы ты научился полностью доверять Богу, несмотря на это давление колоссальное. We already read earlier in the lessons in James 1 so that we would be perfect and entire, lacking nothing. И в Иакова 1 главе дочитали, чтобы мы не имели никакого недостатка, чтобы мы совершенно не имели никакого недостатка ни в чем. That's God's will for us. Это является Божьей волей для нас. And he says also so that the Egyptians can know that I am the Lord. И потом он говорит, чтобы египтяне узнали, что я Бог. Because remember, they don't know who this God is. They say, oh, who is he? He says, I want to make sure I introduce myself properly. Помните, он говорит, что фараон сказал, кто такой Бог? И поэтому Бог здесь говорит, что я хочу убедиться, что я достаточно представился. So let's read on in verse 5. Go ahead. Вот давайте дальше читать. Исход 14, с 5 стиха. Продолжим. «И возвещено было царю египетскому, что народ бежал. И обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего. И они сказали, что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам? Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою. И взял 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими, и ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского. И он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою высокою. И погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их расположившимся у моря, при Пи-Гахирофе, пред Ваал-Цефоном. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними,
и весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы к Господу, и сказали Моисею: разве нет гробов в Египте, чтобы ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделал вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. One thing I noticed first when I listened to this, or when we read this, Вы знаете, одну вещь я заметила сразу, когда мы прочитали. God had already told them how it was going to be. Бог уже предупредил и сказал им, как это осуществится. I think sometimes we think in our minds, if I only knew how this situation was going to turn out, then I would trust God better. Вы знаете, порой мы ведем себя подобным образом. Мы думаем, что вот если бы я точно знал, как будет развиваться и завершиться эта ситуация со мной, то я бы мог больше доверять Богу. But I don't think that's true. Но я не думаю, что это правильно. because the children of Israel have been told by God how it's going to turn out ultimately. Потому что израильтянам было сказано, как в результате все закончится. They were even told why Pharaoh is chasing them. И им было сказано даже, почему их преследует фараон. But that somehow doesn't make it any easier for them when they look back and see Pharaoh as his entire army chasing them. That doesn't make it easier for them not to freak out. Но, тем не менее, это ничего не упростило в их случае, когда они видели, когда колесницы фараона преследовала их и догоняли их до моря, то им трудно было доверять Богу, то есть они были в панике. And they were sore afraid, and they cried out, and they said, what, there were no graves in Egypt? That's why you took us here to die in the wilderness? И они были настолько устрашены и убоялись всего, что окружало и происходило с ними в тот момент, что они даже возопили, то есть они возопили Богу и сказали Моисею, 11 стих: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта?» They've always posted in their gravestone, their cross. То они уже сами начали ставить кресты на своих могилах. They're not dead yet. Уже еще и не умерли, а уже так... And they already buried themselves in the wilderness, worried about graves. То есть они еще не умерли, но они уже мысленно прокрутили картинку, похоронили себя. I think we do the same thing, don't we? We put the cross in our own lives when we haven't even felt the first twinge of pain. Вы знаете, мы подобно себя ведем, мы также поступаем, что уже успели похоронить себя, даже не испытав и малейшей боли. And they said to Moses, they said, didn't we just tell you in Egypt, leave us alone? So we served the Egyptians. It's better to be slaves than to die here. И 12 стих. «Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». You know, I notice in ministry, I also see here a principle that we can take. И я хочу сказать, что в служении мы также видим определенные принципы, которые мы можем извлечь и подчеркнуть. A lot of times the people that we're reaching out to or trying to help, trying to save, they don't want to be saved. Очень часто нас окружает множество людей, которым мы пытаемся оказать какую-то помощь, поддержать и спасти их, но в действительности они не желают получить спасение. And they say, like Israel, leave us alone. И они также говорят, как и израильтяне здесь, они говорят: оставь нас в покое, просто оставь. We'd rather be slaves than risk the future. Нам лучше остаться рабами в Египте, чем получить освобождение, да, и в будущем. The future seems uncertain, so it seems safer to them to remain in their bondage. Потому что будущее кажется им настолько
каким-то мрачным, то есть каким-то нереальным еще. То есть они предпочитают действительно остаться в рабстве в Египте сейчас. It's very common. I've seen this over and over in ministry. Это настолько распространено, такое отношение, что я вижу это вновь и вновь в служениях людей. I find myself trying harder for somebody's salvation than they themselves are even willing to try. Я обращаю внимание, что я настолько пытаюсь помочь людям получить спасение больше, чем они сами желают его принять. They're comfortable in their bondage, even though they're so pathetic, they're so bound up, they're so miserable, but they seem to prefer to stay there than to exit Egypt. Люди настолько привыкли уже быть в этих оковах, в рабстве, что они осознанно принимают решение оставаться в такой позиции, вместо того, чтобы выходить на свободу из этого рабства, из Египта. But we can do like Moses. Но мы можем поступать как Моисей. We can say, wait, no, don't be afraid. Мы можем сказать, подожди, не бойся. Stand still. Стань и стой спокойно. And see the salvation of the Lord. И увидь спасение Господне. All Israel had to do was stand and watch God work. Все, что нужно было делать израильтянам, просто стать спокойно и наблюдать. That's all He asks of us. Это все, что требуется от нас. He says, stand still. Он говорит, стань спокойно, прямо. Don't be afraid. Не бойся, не устрашайся. And you can see my salvation. И ты можешь увидеть мое спасение. Because the Egyptians you have seen today, you will see them again no more forever. И потому что египтяне, которых ты видел, ты более не увидишь. It's the last part of verse 13. 13 стих, давайте дословно почитаем. Которое он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. You will never see them again. Ты более не увидите вовеки. Why? Почему? Because the Lord will fight for you. 14 стих. Господь будет поборать за вас. And you will hold your peace. А вы будете спокойны. That is the word of the Lord for you. Это слово Господне для вас. Today. Сегодня. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. Аминь.